У нас 6 утра, выезжаю в аэропорт встречать сына. Все, я уже в аэропорту. Приезжает мой сын с Америки, из Америки. Сегодня у меня такой день насыщенный. Нашла квартиру быстро, легко, без гарантии. Хотя у меня гарантия есть. Но он у меня не попросил ничего. Сказал, что у тебя лицо доброго человека. Так что не надо никакой гарантии, ничего. Хотя изначально просили. В 12 часов мне дадут ключи. И покажу квартиру. Прикольная. Двухэтажная квартира. Все, пошла за ребенком. Hola, Eric Jan. Американская мода. Носки со шлепанцами, кажется. ¿Listo? ¿Y la mochila? Покажу вам квартиру, которую нашла. И я очень быстро ее нашла, как-то легко. В Аргентине вообще очень сложно найти квартиру. Все хозяева требуют гарантию. Это какой-то ваш знакомый должен свою недвижимость поставить в гарантию за вас. То есть, если вы не будете оплачивать, будут с него требовать. Почему в Аргентине столько всего требуют? Да потому что в Аргентине вас с квартиры никто не имеет права выгнать. Если вы зашли в какую-то квартиру, и если еще у вас есть дети несовершеннолетние, вы не будете платить, вы ничего не будете оплачивать, там, содержание, газ, свет, не знаю, никто вас не имеет права выгнать. Хозяин не имеет, если хозяин зайдет в вашу квартиру, вы на него можете в суд подать. То есть он вас имеет право выгнать только через суд. А суд здесь длится 5-6 лет. Поэтому хозяева себя застраховывают и просят показать доходы, просят, чтобы кто-то поставил гарантию за вас. Эта квартира 85 метров, 2 спальни наверху с большими шифонерами, зал внизу, 100 метров от моего бывшего дома в Бельграно. Так что вообще как-то все так классно повернулось. А хозяин, у меня есть гарантия, моей свекрови подруга всегда мне дает, но он мне сказал, он когда меня увидел, не знаю почему, сказал, что у тебя лицо хорошего человека, не надо ничего, давай через 2 дня подпишемся и все. Так что как-то легко так получилось все. И еще у меня гараж, прям под, в нашем же здании у меня гараж плюс к машине. То есть $700 это квартира и гараж у меня. Плюс экспенса, плюс свет, газ, интернет, где-то под $850-900 в месяц получается. Вся мебель моя, естественно, все. Квартиры на постоянной основе в основном арендуют пустыми. Пришли с Анитой в магазин обновляться в новый дом. Берем такие чашечки, смотрите. И 70% стоимости нам вернут в чеке для употребления на следующей неделе. Получается 6 штук, 36 тысяч мне обходится. Но 26 тысяч вернут. Есть здесь и подешевле, конечно. $1 1000 песо, если вам считать.
Хочу тоже сковородки какие-нибудь новые. Смотрите, тоже сегодня 70% возвращают. То есть ты сегодня покупаешь, платишь его стоимость. И тебе дают чек, эти 70%. Ты в следующую неделю приходишь и их тратишь здесь в магазине. Вот на много продуктов так. И на еду, и на вещей для дома. Ну вот это такая кастрюля, например, 56 тысяч. $56, да? Хотела я купить обычные бокалы, но у меня ж дочка, она это не даст обычные. И сразу пришла, говорит, давай эти красивые. Она всегда выберет, что покрасивее, что подороже. Вообще приходить с моей дочкой в магазин это страшно. Они, аура кемиряс. Я на минуту отвернусь, у меня будет вся тачка полная. Поэтому я, когда с ней прихожу, я не отворачиваюсь. У Аниты спросить, тебе что-то здесь надо? Да, конечно, ей везде все надо. Они, смотрите, на школьных принадлежностях 50% возвращают. Ну, не только на школьных, на канцелярских. Vamos, они. Anita, vamos. ¿Qué querés? Снова пошла что-то искать. С ней серьезно опасно куда-то идти. Она все хочет, все надо, все красивое. Они, vamos. ¿Ya está? Vamos, mi amor, vamos. Basta, vamos, они, хватит. Она еще пошла. Они, ya está, vamos, хватит, vamos. Они. Bueno, cambiar, дали. У меня дети вообще разные. Эрик ничего лишнего не купит, лишнего не потратит. Вообще, они-то... И... меняет. Listo, basta, Ani, vamos. Vamos, basta, Ani, хватит. No hay carpeta, vamos. No hay carpeta, vamos. No hay carpeta, pero te digo porque no me gusta ninguna. А вот на летние сиденья пляжные 100% возвращают. То есть покупаешь, сегодня ты оплачиваешь, за эти деньги тебе дают чек, на следующей неделе приходишь и покупаешь еду, там что хочешь в этом магазине. Una señal. А они-то хотят, чтобы собачку купили, раз решили в Аргентине остаться. Вот стирательный тоже берешь. 6700 стоит, 50% возвращают. Купим в новый дом новый веник. Для любителей выпить. Вино, все спиртные напитки, смотрите, 100% возвращают. 100% стоимости. Берете, что хотите, оплачиваете,
тикет 100% отдали. В следующее воскресенье пришли, купили продуктов. Смотрите, даже взять дорогое вино Рутини 30 тысяч, $30. По-любому эти деньги тебе вернут. Ну, в чеке, но в воскресенье потратим на другое. А я думаю, что сегодня приехали на стоянке, места нет, полно людей. Оказывается, вот раз в месяц где-то проводят такую акцию, да? Вот это вкусное. Хотя я не пью много, но если покупаю что-нибудь такое. На все консервы 50%. Макароны 100% возвращают. Кстати, Матарасо хорошая марка. Я всегда их беру. Отвернулась, смотрю, 2 пачки печенья. Думаю, это не моя тачка. Оказывается, моя. Анита постаралась. Esto no hace falta verlo. У нас это очень сильно подорожало кафе тоже. Но смотрите, на кафе 70% возвращают. Ese es el que yo tomo. Это моя Анита пьет. Я такое не пью. Ese no, este. Сыр, колбаса 50%. Y los otros dos también. В общем, итог такой. На 150 тысяч песо я скупила, $150. И 63 тысячи вернули на следующий раз. Аргентина сейчас очень дорогая стала. Я не знаю, как люди живут, которые получают 300, 400, 500 тысяч песо. Ну ладно, за стаканы $40. Стаканы снять, но все равно практически ничего не купила толком. Раньше с Уругвая, с Чили переходили границу, всегда по новостям говорили, здесь скуповывались. Для них все было в 3-4 раза дешевле, а у них зарплаты намного выше, чем у нас. Сейчас в тот день в новостях говорят, что уже никто сюда не переходит скуповываться, у нас уже дороже, чем у них. А насчет скидки в Джумбо, это знаете как, сейчас вам делают 70%, 100% скидку, чтобы вы пришли, скупились. Gracias por su visita. Avance, por favor. Не скидку, ну то есть вам дают чек, чтобы вы скупились на следующей неделе. А на следующей неделе, когда придете, здесь все 40-50% уже дороже. Получается, ваш чек ничего. Ну, как-то так. Зато они-то довольны. А Рико они со своим этим печеньем. Ну, в общем, мы домой. Вот такой арбуз разрезали. Вот такой бардак у нас. Моем мебель. Наводим порядок. Вот потихоньку убираемся. Завтра хочу поехать новый диван сюда купить. Мебель, подставку для телевизора. Надо тот повесить. Кухню всю мою, чищу. Буду раскладывать посуду. Стиралка уже вовсю. Ну, вот так.
Пришли покупать диваны. Такой 800 тысяч, ну $800 считайте. Но мне больше понравился вот этот, $600. Так что этот покупаю. В понедельник привезут. Еще есть такие уголки, но я от уголков устала. У меня прошлый был уголок тяжелый, большой, в общем. Это хорошо.